Всем привет! Сегодня на сборке КАМАЗ. КАМАЗ-самосвал поколения К3, или он, как называть его АВД, это рестайлинг. То есть классический оранжевый КАМАЗ, который вы можете видеть на дорогах своей страны, на дорогах России, на дорогах своего региона. 100% у вас есть хотя бы один такой КАМАЗ. Вообще такой КАМАЗ — это по сути символ современной России. Да? Если символом 80-х, 70-х годов можно назвать и, может быть, газоны или ЗИЛ-130, то такие КАМАЗы в наше время заполонили дороги. Понятно, что государственные компании не могут покупать зарубежную технику, и они довольствуются такими КАМАЗами. То есть конкретно такой КАМАЗ, он полноприводный, и, как правило, такие КАМАЗы работают на стройках. Например, я очень много таких КАМАЗов видел во время движения по Киевскому шоссе в районе Калужской области, где строится новая дорога. То есть, где вывозится много грунта по бездорожью, по необустроенным технологическим дорогам. Так что очень интересный, узнаваемый прототип. Прямо как я его увидел, мне прям очень захотелось его собрать. Это новая модель от АВД. Она, естественно, брендирована под лицензией КАМАЗ. Все, собственно, есть надписи КАМАЗ, есть логотип КАМАЗ. И пасхалок нет, но единственное, что АВД сейчас делает пасхалки в виде географических каких-то объектов. Не знаю, что это за объект культурного наследия. Видимо, это что-то из Латинской или Южной Америки. Судя по пальмам. И по номеру я не могу понять, чей это номер. Видимо, какой-то непонятный. Может быть, Бразилия, какая-нибудь Колумбия, Перу. Но неважно. В общем, пасхалок особых нету, а жаль. На обратной стороне другие КАМАЗы в новой итерации. Тентованные полноприводные КАМАЗы, самосвалы разных поколений. Вот еще есть такой же самосвал, только с предыдущей кабиной К2. И неполноприводный. Более классический КАМАЗ, который есть именно в Москве. То есть в Москве ездит. Смотри, по классике нас ждет металлическая рама, металлическая кабина. Все упаковано в индивидуальные пакетики. Так, классическая кабина с небольшими изъянами. Все время надо вот это пространство прочищать. То есть никогда не бывает тут чисто, что тут есть. Видимо, тяжело выливать именно в металле вот эту часть, потому что тут все время есть заусенцы. И заусенцы почищаю. Необычно на торцах очень много заусенцев бывает. И есть иногда полосы на этих гранях. Их тоже спиливаю. Тут ничего такого сложного, принципиально хитрого нету. Просто надо аккуратненько почистить. Металл я пилю, подтачиваю обычным надфилем для пластиковых моделей. То есть никакого хитрого инструмента тут не использую. Конечно, надфили затупляются, но они дешевые, китайские, и их проще выкинуть через какое-то время. Тем более, как правило, еще новые надфили, они идут очень зубастыми, и поэтому даже хорошо, что они подтупливаются от металла. Так, такая рама. Над рамой тоже надо подумать, посмотреть. Можете ее тоже зачистить. Хотя обычно рама в черный цвет, ее особо и не видно. Собственно, самосвальный огромный кузов. Вот так вот. Бункерообразный такой, да? С высокими бортами. И прочие детали в черном классическом для АВД пластике. Интересно взглянуть на покрышки. Покрышки внедорожные, зубастые. Собственно, как и полагается такому полноприводному КАМАЗу. Да, развитый протектор. Будет очень интересно туда запихать грязь в виде пигмента. Будет очень натурально, интересно смотреться. И естественно, есть шток гидроцилиндра, имитатор гидроцилиндра. Так что будет у нас кузов подвижный. Я надеюсь, что у меня получится это сделать. И инструкция. Инструкция классическая, инструкция нового поколения, максимально понятная. Я думаю, что любой, даже новичок, сможет в ней разобраться. То есть тут нету таких замороченных деталей, как это частенько бывает у старых наборов от АВД. Но и самое интересное, это одно из интересных моментов, это схема окраски. Так, что у нас только одна схема окраски? Ну-ка. Нет, у нас две схемы окраски. То есть нам АВД предлагает сделать
синий вариант. Такие тоже бывают, но мне кажется, все-таки цвет у них более побледнее, посветлее такой. То есть таких вот прям ярко-синих я не замечал на дорогах. Обратите внимание, что светоотражающие полосы нам производитель дает декалями, то есть не нужно либо брать сторонние декали, либо мучиться при помощи масок их окрашивать. Это очень удобно, это вообще прям огромный лайк АВД. Также есть схема окраски кабины и даже чуть-чуть рамы видно. Так, ну и сам вот интересный вариант, который я буду делать на этой модели, это такой оранжевый классический российский вариант. Причем, обратите внимание, так АВД нам предлагает использовать краску G8006, но мне кажется, все-таки для этого подходит больше вот такая краска, индекс G8064, называется она Orange Tank, собственно, оранжевая цистерна. То есть я очень много думал, какую краску применить именно для такой окраски. Как-то смешивал. Но смешивать у меня не сильно получалось, чтобы прям получался именно натуральный оттенок. Но вот этот, прям, если прям полностью им заливать модель, получается очень естественно, очень натурально, в принципе, то, что нужно. Потому что я не очень уверен насчет этих оттенков. Мне кажется, они либо слишком бледные, либо слишком насыщенные. А вот это прям золотая середина. Так что я буду использовать эту краску для окраски кабины, бампера и самосвального кузова. Вот. Чуть-чуть, может быть, высветлю на верхних гранях и на кабине, вот тут крышу, и по самосвальному кузову. Технологию, как я делаю модели самосвалов, самосвальные кузовы. Очень мне хорошо получилось видео про МАЗ-5551, которое выходило пару недель назад. Там вот я подробно показал, и я думаю, что в этом видео я примерно повторю этот же процесс работы над самосвальным кузовом. Так что начну собирать и красить модель. Я подсобрал самосвал. У меня получился из таких вот составных частей. Это первая, это рама с вот таким вот телескопическим гидроцилиндром. То есть он будет опускаться и подниматься. Но я вот так оставлю в таком положении. Так вот выглядит сама рама. Причем подрамник я пока приклеивать не буду, поскольку подрамник это красится в один цвет с кузовом. Кузов рабочий, и он даже вот, видите как, защелкивается. Вот в отличие от модели МАЗа. Вот. При этом мне не очень нравится, как выполнена кронштейн запасного колеса. То есть он вместе с кронштейном и самим диском запасного колеса, то что пришлось его приклеить. Потом диск окрасить отдельно в черный цвет. Да, то есть полностью подвижный самосвальный кузов будет. Вот так вот. Опускаться и подниматься он будет. Поворотного моста тут нету, но зато колеса вращаются, как все любят. Вот такая вот рама. И кабина. В кабине тоже вот эта вот моя нелюбимая часть нелюбимая часть камазовских кабин, собственно, перекочевала и на эту модель, без исключения. Поэтому я также подрежу вот эту часть. Вот, и подровняю. То есть и вот торпеда вместе с дверными картами у меня будет окрашиваться отдельно в серый цвет. Такой темно-серый. Что салоны таких кабин как раз таки и окрашиваются. Такой серый пластик у них. Дешевенький серый пластик. То есть идея в том, что вот так вставляется торпеда вместе с дверными картами отдельно. И отдельно уже сама деталь салона. Единственное, что вот руль надо аккуратненько, чтобы он проделся и не отвалился. Причем, вот тут еще есть хитрость. Вот эти штыри, они как бы держат эту деталь. Не надо так вот продевать. То есть вот так вот одеть в тупую не получится. Вот так вот, как вот сверху. Надо вот продевать. Я обычно эти штыри спиливаю, потому что они мне не нравятся. В принципе, и так кабина очень плотно держится на модели. Поэтому я особой необходимости в них не вижу. Вот. И теперь намного проще будет ставить салон на свое место. Потому что это главная слабая часть этих камазовских кабин.
потому что я с ними уже намучился. И видео над КамАЗом серии К1, там такая же история. И, видимо, это все повторится и на этом КамАЗе. При этом бампер и крылья я буду тоже красить отдельно, потому что они крепятся к детали салона, которая красится тоже в другой цвет. Тоже спилю штыри, откушу, вернее. То есть это будет вот так вот. Угу. Да. И еще есть момент. Я заметил, что очень плохо грунтовка ложится на такие металлические кабины. Если грунтовка плохо ляжет, то и плохо ляжет и основной цвет. Особенно почему-то он, скатывается он по вот этим поверхностям. Скатывается грунтовка по плоскостям, поскольку модель такая граненая, что ли, как кубик. Но только вот тут вот хорошо держится, потому что тут есть какой-то рельеф, то есть есть грунту за что зацепиться. Есть лайфхак. Я нанесу шкуркой, нанесу наждачкой, причем довольно-таки большой зернистости. Я ее взял из наборов от модели Бауми, которая еще создана для... Бауми — это деревянный конструктор, это тоже от костромской фирмы. И как раз вот эта наждачка, она создана для того, чтобы обрабатывать именно деревянные детали. То есть у нее довольно-таки высокая зернистость. В принципе, то, что нужно. И вот так вот я создаю такие мини, даже совсем не мини, а как бы царапинки. И грунт за них будет цепляться. И потом можно не волноваться, что эти царапины останутся видны на готовой модели, поскольку все равно грунт течет в них, как минимум, да еще и слой краски их заполнит. Зато грунт хорошо ляжет. То есть это такой неочевидный, но рабочий способ. Потому что если на раму-то грунт нормально ложится, за счет, опять же, развитого рельефа, то с кабиной все сложнее. Как я уже упоминал, я тут буду использовать краску Мачете, оттенок Orange Tank. При этом я вначале ее обязательно промешаю, потому что эта краска, если не промешана, то ведет себя непредсказуемо. Пигмент иногда может оказаться на дне баночки, поэтому такой вот металлической мешалкой я перемешиваю. Дальше я надел кабину грузовика на втулку от туалетной бумаги. Я подсмотрел этот прием у других моделистов, и оказалось, что он действительно очень удобен. То есть и руки не пачкаются, и готовая модель тоже не пачкается. И просто заливаем модель этой оранжевой краской. Я залью кабину и кузов. При этом на кузове и кабине я сделал небольшие высветления путем добавления белой краски в основной цвет. То есть и таким цветом я пройдусь по верхним поверхностям этих деталей. Особенно это касается кабины. Крышу я, по сути, выкрашу чуть белесый такой цвет, из-за чего она будет выглядеть чуть более светлее, и кабина будет выглядеть объемней. То же самое коснется и кузова. Раму я крашу классический черный цвет, тут я использую шины черный. Тот цвет, который предлагает Мачете красить шасси, это глянцевый черный, мне кажется, не совсем подходящий, потому что все-таки у настоящих машин, особенно если они немножко поездят, у них все-таки шасси такого матового оттенка, чуть-чуть загрязненное. Я не стал клеить во время сборки элемент выхлопной системы, она состоит из 3 деталей, и даже на собранной модели, в разобранном виде эта система ставится очень сложно. То есть мне надо было приноровиться, протащить трубы на свои места, но при этом, если не собирать модель полностью, то ее будет довольно-таки сложно и муторно окрашивать, и поэтому я решил вот так вот полос собранной модели, разобранную выхлопную систему собирать уже буквально на месте. Также мне осталось поставить на свое место боковые противоподкатные устройства, которые защищают и бензобак, и выхлопную систему. Эти детали я окрасил отдельно в черный цвет и клею к основной раме на суперклей. Теперь время смывки. После того, как детали, которые я красил в оранжевый цвет, подсохли, краска высохла полностью, и теперь она не сдирается. Даже пальцами, ну только если с механическим воздействием она может содраться. Теперь мне осталось выделить рельеф модели. Для этого я применю прием, который уже использовал во многих своих видео. Это прием смывки. Вначале я промазываю детали, на которые я буду наносить смывку растворителем. Причем это растворитель художественный. Художественный white spirit, он без запаха и не такой едкий, как промышленный white spirit. Это я делаю для того, чтобы смывка еще более легче расползалась по рельефу модели. То есть именно попадала в углубление рельефа. И тут я применяю черную смывку от фирмы Machete. И тут я стараюсь точно наносить смывку именно в те места, которые мне нужно выделить и углубить.
То есть это элементы расшивки, двери, передняя облицовка. И даю этой смывке чуть-чуть подсохнуть, буквально 5 минут. То есть не надо ждать, пока смывка будет полностью высохшей. Пока подсыхает смывка, я также смочу борта самосвального кузова тоже вот этим white спиритом с той же целью, чтобы смывка легче растекалась. В принципе, можно подготовить поверхность, нанеся глянцевый лак. Примерно это даст такой же эффект, но глянцевый лак может чуть-чуть искорежить итоговый цвет. Так что я применяю тут именно технику растворителя. И после того, как смывка чуть-чуть подсохла, буквально 5 минут, я на этом специально заостряю внимание, то есть не надо ждать там несколько часов, я при помощи ватной палочки смываю излишки, где смывки быть не должно. При этом обратите внимание, чтобы ватная палочка не сильно ворсилась, я ее беру за самый кончик. То есть не даю вот этому намотанной вате разматываться в процессе работы. Но все равно ватные палочки в процессе убирания смывки все-таки менять почаще. Также можно убирать остатки смывки при помощи кистей для метода сухая кисть, или для метода dry brush. В принципе, эффект точно такой же. Иногда это не всегда удобно, так что тут я комбинирую вот эти приемы и инструменты. Собственно, в процессе работы над всей моделью, собственно, и нужно комбинировать разные варианты работы над этой моделью. Пигментами я запылю покрышки. Поскольку покрышки внедорожные, подразумевается то, что самосвал все-таки работает на строительных карьерах или на необустроенных технологических дорогах, то покрышки у него всегда будут запылены. И чтобы сделать этот эффект более красивым, я на покрышку прямо вот в рельеф вбиваю пигмент. На этот раз я использую пигмент от фирмы Amo. Это оттенок такая, смесь сухой пыли с глиной. Ну, я думаю, мне кажется, под моей цели это неплохой вариант. И такими тычковыми движениями я вбиваю. И после того, как весь пигмент я вбил, я использую закрепитель пигмента. Смывка высохла, и теперь время ставить все детали на свое место. Ну, те, которые можно поставить прямо сейчас. Смывка, в принципе, высохла неплохо. Я доволен результатом. Теперь я вставляю на свое место лобовое стекло. Тут есть такие углубления для штырей. Чуть-чуть по краям тоже смазываю клеем. Клей использую для прозрачных деталей от фирмы Pacific. Вот, это некий аналог клея ПВА, так что очень рекомендую его и применять в своих работах, поскольку он не оставляет следов. Стекла не мутнеют со временем, да и в момент приклеивания тоже. В общем, это единственное, по-моему, адекватное решение для остекления кабин автомобилей. Да, в принципе, любых моделей, любых масштабов. И в 72-м масштабе, и в 35-м, и уж тем более в 43-м. Вот так у меня встало лобовое стекло. Единственное, что клей долго сохнет. До того, как он схватится, надо подождать примерно часа 3, наверное, как минимум. То есть пока он впитается, пока он затвердеет. Но при этом стекляшки вот эти держат отлично. Тем более есть тут пазы для стекляшек. Заднее стекло вставляется с меньшими проблемами. И теперь мне осталось вклеить боковые стекла. Тут тоже есть углубление. И что-то так, по ощущениям, модель собирается намного проще старых камазовских кабин. У меня выходило видео с моделью как раз вот с КамАЗом первого поколения. И там как-то все шло менее радужно. Больше было битвы с моделью. Тут пока что все идет прям в лучших традициях АВД. Прям без сарказма. Очень хорошая модель. Да и цвет прикольный. Все-таки оранжевый. Я научился красить оранжевый цвет. До применения палитры Мачете у меня какой-то дурацкий получался оранжевый. Потому что я все время не мог попасть в этот цвет. Потому что то перетемнял, то пересветлял, то уходил в желтизну, то в белизну. В общем, вот такая вот у нас кабина со стеклением. Я даю ей посохнуть. Пока ничего с ней делать не буду, пусть сохнет. Так, потом займусь бампером передним. Вот так вот он выглядит. Я прокрасил маркерами от фирмы Machete отражатель фар. И теперь вот интересный момент. Вот нижние фары, они выполнены в таком вот вместе с корпусом. Единственное, надо было прокрасить корпус целиком. И я прокрасил изнутри, причем вот отсюда изнутри вот остается, остаток виден. Изнутри маркером от Machete алюминиевым цветом. То есть получается такой вполне себе естественный блеск. То, что доктор прописал. И
И теперь я тоже на штырьки вставляю. Ну, смачиваю клеем, чтобы наверняка встали эти детали, никуда не делись. Вот так вот выглядит теперь передний бампер с этим остеклением. И мне осталось поставить на свои места подножки. Подножки теперь я клею на суперклей, потому что они уже окрашены, да, тем более это ABS-пластик, так что и так надо использовать суперклей. Единственное, что у АВД тут был косяк. Не знаю, как в других наборах, но вот именно в этом. Мне дали не тот бампер. Мне дали бампер от не внедорожной модели, от дорожной модели, да? Если уж по-русски говорить. Вот. И мне пришлось заимствовать бампер от другой модели. У меня есть еще в запасах сидельный тягач с такой же кабиной. Вот. И я тут взял деталь бампера. А взамен я попросил в модельной лавке, где, собственно, я по предзаказу брал эту модель, чтобы они мне выслали бампер. Смывка на самосвальном кузове высохла. В принципе, получилось так, чуть-чуть грязненько, но при этом выделены грани, как мне и надо. И я весь день сегодня смотрел на вот эти оранжевые самосвалы, которые разводят снег. Смотрел, как у них выполнены сколы. И интересно, что сколы у них у всех не ржавые, а именно черные, чисто черные. То есть такое ощущение, что металл после того, как краска сдирается, не ржавеет. Видимо, на КамАЗе добились нормальной оцинковки кузовов, что ли. Вот, и сколы получаются именно черные, блестящие. Прям вот это очень интересно. И я это сейчас попробую воспроизвести. Для этого я возьму именно глянцевую краску от фирмы Мачете. Такую вот. Также я ее при помощи спонжа нанесу на модель. Предварительно этот спонж вытерев от салфетку. Посмотрим, что у меня получится. Да. Просто они именно черные. Прям черный-черный сколы. То есть, скорее всего, краска действительно стала очень хорошего качества. Вернее, не краска, а вот именно сам металл. То есть стенки кузова, я вот так тоже обратил внимание, посмотрел, что они вот так вот как-то сделаны в виде полос, сколы. Естественно, наверное, будут полосы и на днище. Ну, кстати, спиртовая краска для этого как-то не очень сильно подходит, я тут обратил внимание. Лучше для этого, конечно, водный акрил от этих действий. Да, интересно, почему все-таки не ржавеют эти кузова, может, кто знает, напишите в комментариях. Прям интересно именно по технологии как. Что изменилось с советских времен. Видимо, действительно технология получения этих листов изменилась. Также мне надо загрязнить шасси. Тут я буду использовать прием, который мне очень полюбился в предыдущих моих видео. Я вначале наношу пигмент на всю раму. Тут я использую кисточку для макияжа, старую, естественно. И наношу, по сути, хаотично, стараясь всю раму загрязнить этим пигментом. И особенно уделяя внимание те места, которые тяжело попасть кисточкой. То есть это внутренности дисков, углубления какие-то на раме. Особенно очень обидно, когда у тебя модель вся грязная, а вот какой-то элемент, он прям сияет чистотой. И после того, как я нанес пигмент на свои места, я при помощи растворителя его закрепляю, по сути. И вот такая рама у меня получилась после высыхания. В принципе, вполне натуральный эффект, то, что нужно. Теперь, после того, как клей для стекол высох, стекла хорошо закрепились, я буду собирать кабину. Вначале я размещу внутри кабины деталь торпеды. Теперь такую собранную кабину я буду пытаться разместить на раму. Кабины от модели КамАЗа вставляются довольно-таки тяжело. Тут нужен небольшой упорчик, что я делаю при помощи надфиля. И вот у меня кабина упала, ну такое бывает, ничего страшного. Зато мне стало проще надевать салон на свое место. Так надо было поступить сразу, а не мучиться сразу надевая кабину в сборе. И теперь я просто кабину ставлю на свое место аккуратненько. И при этом главное до упора, чтобы крылья не летали в воздухе. Потому что у многих моделей, я обратил внимание, у кого-то не до конца вставлены кабины, и модель смотрится нелепо, как не настоящая. То есть такой какой-то странный эффект получается. И мне осталось при помощи клея закрепить, я так понимаю, это система приема воздуха. И эта система крепится на задней части кабины, и тут я применяю суперклей. И мне осталось поставить бампер на свое место. Бампер собрал на предыдущих шагах, разместил оптику и покрасил некоторые элементы в черный цвет. Например, такие как ступеньки в кабину. Тут ничего сложного, тоже я клеем смачиваю штырьки и вставляю в раму. Опять же, надо вставить до упора.
Теперь мне осталось приклеить на свое место самосвальный кузов. Подрамник самосвального кузова я не приклеивал к самому кузову, чтобы было легче установить и сделать его в рабочем положении. То есть вначале я ставлю такую импровизированную ось, и теперь подрамник я приклеиваю к кузову, и таким образом у меня получается импровизированная ось. В принципе, то, что и нужно. И самосвальный кузов у меня получился полностью подвижным. При этом красиво тут очень виден шток гидроцилиндра, который я приклею прямо сейчас вот к основанию кузова. Опять же, все окрашенные детали я приклеиваю на суперклей, потому что обычный модельный клей тут уже не поможет, к сожалению. Но тут надо быть аккуратным, чтобы суперклей не разъел краску и не содрал краску при неудачном отклеивании. Потому что тут попыток на ошибку нет. И тут мне осталось приклеить декали на свои места, такие как регистрационные номера, эмблемы КАМАЗ, эмблемы НИФАС. И самое интересное на этой модели – это обильное количество светоотражающих полос. Это довольно-таки муторное занятие, но тем не менее АВД дали эти полосы отдельными декалями, что их не надо нарезать. И вот такая модель у меня получилась, мне очень понравился конечный результат. В принципе, мне удалось воспроизвести тот образ машины, который я вижу на дорогах. Это самосвальные КАМАЗы, которые работают в строительном секторе. У меня получился очень хорошо оранжевый цвет. Я, конечно, его, мне кажется, чуть-чуть перевысветлил. И мне кажется, на следующих работах все-таки надо будет меньше высветлять. Но зато, с другой стороны, у меня получился вполне себе приличный объем. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вы интересуетесь моделизмом, подписывайтесь на канал. Тут будет много видео о сборке, окраске, масштабных моделях, преимущественно в масштабе 43. Так что подписывайтесь, чтобы не потерять этот канал. Пока-пока.